Одна страна и ее будущее, один президент и одна победа. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt! Подход может быть только один. Одна страна, один президент, одна победа. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией для положения в Донбассе. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Den anderen Deutschen gegenüber betrachtet, allem aber die dort lebenden deutschen Minderheiten und das Wahlvolk die Weise misshandelt. Über 1 Million Menschen deutschen Blutes mussten in den Jahren 1920 und damals ihre Heimat verlassen. Wie immer habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Religionsvorschläge eine Änderung des unerträglichen Zustandes herbeizuführen. Es war alles vergeblich. Убийство мирных жителей, блокада, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Das Vorgehen gegen die Deutschen damit zu entschuldigen, dass man erklärte, die Volkstumsdeutschen hätten Provokationen begangen. Ich weiß nicht, worin die Provokationen der Kinder oder der Frauen bestehen sollen, die man misshandelt, die man verschleppt. Oder worin die Provokation derer bestanden haben soll, die man in der tierischesten, sadistischesten Weise teils misshandelt, teils getötet hat. Das weiß ich nicht, aber nur eines weiß ich, dass es keine Großmacht von Ehre gibt, die auf die Dauer solchen Zuständen zusehen würde. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Deutschland hat keine Interessen im Westen. Der Westwall ist so gleich für alle Zeiten die Grenze des Reiches nach dem Westen. Wir haben auch keine Ziele für die Zukunft. Diese Einstellung des Reiches wird sich nicht verändern. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это абсолютно заложенная мина во всю историю. Почему бы действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой в степи, под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть денацифицированы. Такое на Байрактаре говорят, что надо убивать, уничтожать, потому что в России это говорят. На телевизору круглые сутки. Это что, военные объекты? Это военный объект?
Это нацисты идут все. «22-й, 41-й». Можно, сейчас покажем. Я не обойду, это просто потом. Понимали ли эти добрые граждане, что их сыновья, братья и мужья участвуют в разбойничьей, бандитской войне? Я вспоминаю свой разговор с учительницей Агнес Берг. Я не очень-то разбиралась в политике. Ею интересовался мой муж. Но поляки столько лет нас провоцировали, что Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Это ваша мысль или вашего мужа? Да вы у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане. Они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане, да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет, а Франция всегда была нашим врагом, и мы их разбили. Быстрая победа. Да, многие полагали, что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Бедная Германия. Она всегда была одна в мире, полном врагов. С июня 1941 года до смерти Гейдриха в июне 1942 года я возглавлял оперативную группу «Д» и был уполномоченным шефа полиции безопасности ИСД в 11-й армии. Где действовала группа «Д»? Группа «Д» действовала в Южной Украине. Вам известно, сколько человек было ликвидировано группой «Д» под вашим командованием? С июня 1941 года по июнь 1942 года оперативной группой ликвидировано приблизительно 90 тысяч человек. Оллендорф был типичным идейным нацистом. Отец 5 детей, хорошо образован, как вы могли заметить. Когда ему задали вопрос, зачем отряды под его прямым командованием убили около 90 тысяч евреев и людей других национальностей, он объяснил, что это была самооборона. Самооборона, спросили его. Германия напала на соседние государства, какая же это самооборона? Он ответил: мы же знали, что Советский Союз планировал нападение на Германию. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. 4 позиции так никто и не показал. Но даже вы озвучиваете эти мысли, что это какая-то защита, оборона против чего-то, что Россия вынуждена была, что Россию со всех сторон преследует несчастная Россия. И вот этот разговор с этой женщиной, журналиста, это любой разговор, 90% всех моих разговоров с российскими матерями, которым я звоню по телефону. Понимаете? Бедная Россия, ее все со всех сторон атаковали. Так было нужно, мы защищались. От кого? Плохие американцы? На американцев вы не напали. Плохое НАТО? Финляндия и Швеция приблизилась уже не просто к вашим границам, она стоит вплотную, а 100 километров до Санкт-Петербурга. Если взять расстояние до Москвы от Украины, от крайней точки, и от Финляндии, например, то получится, что там 1500 километров. В чем дело? Почему никто не нападает? Что такое? Так может быть, нападение на Украину это все-таки была цель захвата Украины? И не надо тут начинать рассказывать оправдания всякие. Потому что надо правда сказать: да, вот мы нацисты, мы напали на Украину, чтобы ее захватить. Так это было бы хотя бы честно. Вы бы тогда хотя бы понимали, за что вы воюете. Так? Кто-то хочет что-то сказать? Вот какую-то реплику на это все, что вы видели. Украина большой каравай. Просто Путин решил его просто первым гербануть кусом. Напали. Защищались или напали? Напали. И Донбасс и Луганск не понял, что это было в натуре. Вообще, что это было. Да. Что это произошло.
То есть все соглашаются вот с этим, что Россия напала на Украину? Это вторжение, просто тупо Вторжение, да? Это не защита интересов России, это вторжение. Это вторжение было. Кто с русских что-то хочет сказать? С россиян. С россиян, да. Просто нельзя, вот есть же у россиян, есть там татары, ингуши. С России кто-то хочет сказать что-то? Нет. Что ж, нельзя ж так обобщать, мы ж, получается, мы негативно... Это в России так могут говорить, мы все русские, но на самом деле-то нет. Вот вы, молодой человек, вы откуда? Я с России. С России. Вы с какой республики? Краснодарский край. Вы по национальности кто? Мама русская, папа казах, наполовину русский. Наполовину казах. Ну, а есть просто казахи, да? Есть. Они же не говорят, что они русские. Они же говорят, что они казахи. Ну, я просто общался с такими людьми, поэтому нельзя так. Я духом русский. Здесь какие стихи знаете по-русскому? Кто ваш любимый писатель российский? Не понял. Кто ваш любимый российский писатель? Лермонтов. Знаете его стихи? Стихи наизусть не знаю, но я музыкант, я песни. Прекрасно. Ну, хорошо, не будем. Сейчас о политике не Вот защита и так далее. Вот у нас очень активный такой разговор был в интервью. Что-то по этому хотите сказать? Нет. Тут может много мнений. Да, мнение вот ваше, да? Вот вас очень много смотрели, да? Как бы я сейчас вижу вторую сторону. И, обсмыслите, обдумайте. После этого только могу сказать. Это вы вагнеровец, да, вроде как? Нет. Не вагнеровец? Нет, нет. Я думал, это вагнеровец. Нет. Вагнеровца нету здесь, правда? Нет. Обдумайте, сказать, да, могу, но нужно время. Но у вас какие-то сомнения закрались? Сомнения? Ну, как бы я телевизор тоже не смотрю. Так же, как и вы, как говорите, да, в России. Я убегаю лучше на улице посидеть. Не, я по-другому спрошу. Вот у вас была какая-то информация, какой-то срез информации. Вот мы вам сейчас даем другую информацию, плюс какие-то наши комментарии. Вот на фоне этого всего у вас происходят какие-то мыслительные процессы? Вы обдумываете? Как-то пересматриваете? Сначала, да, с некоторыми соглашусь. Про Донбасс, Луганск, которые... мы еще до него не дошли. Я сначала Вот тебя, вот ты что думаешь, да? Мы много разговаривали с тобой. Вот то, что ты видел. Вот ты с патчем Зайд шел, там Навальный и так далее, вот эти все дела. Вот сейчас мы показали. Да. Ты поддерживал ВДВ. Либералы. Я поддерживал парней, которые сейчас здесь находятся. Своих друзей, которые участвуют в специальной военной операции, да. Я это не скрываю. Есть такое, да. Есть очень... Я тоже общался с такими настоящие офицеры. И да, они честные перед собой, они понимают, что эта война не нужна, но они говорят, что я шел вот за своих там братьев. Так? Да, я так шел. Примерно так, да? Корень проблемы знаете в чем? Чтобы не гибли ни вы, ни братья, и чтобы за них не надо было идти, чтобы за вас не надо было идти. Знаете? С верхушкой определиться, чтобы там не было... Вообще не надо сюда идти. Да. И не будет проблем ни у вас, ни у братьев. Просто когда я попадал в плен, да, и отношение ко мне было какое, тут ни у кого такого не было. То есть со мной относились реально по-домашнему. Душевно. Я бы такого хотел, если бы у нас такое было, я бы так же относился. Слушай, отношения, давай честно, отношения зависят от настроения, от ситуации. Нет, потому что я был не в одном месте. Я не в одном месте. Я понял. Просто если бы у кого-то, просто иногда бывает такое, что кто-то кого-то берет в плен, а у него только что ракета российская прилетела и убила жену ребенка. Как думаешь, он хорошо к тебе будет относиться? Вы офицер, кажется, да? Нет, сержант. Командир отделения. Вот вы что делаете? Это все-таки командир отделения. Я выполнял как военнослужащий своей армии. Я служу по контракту не первый год. Я выполнял приказ, который был мне поставленный. Но, конечно, многие мы не то что сказать, не было у нас такого желания грандиозного оказаться здесь, на территории Украины. Вот так. Если честно, я вообще за 500 интервью очень
Вообще встретил 2 или 3, наверное, человек, которые мне рассказывали про свое именно желание попасть на территорию Украины и обосновывали это вот подобными вещами. То есть, которые прямо мне говорили, что вот Украина бы к нам вторглась, нам надо, вот необходимо и так далее, и так далее. Многие об этом не говорят, но ведь люди же в это верят, как бы. Знаете, в чем дело? Вы, кажется, да, вот вы верили, мы с вами разговаривали, да? Вот, да, вы мне четко на интервью сказали, что вот у вас все переворачивалось, когда вы смотрели телевизор, да? Страдания народа Донбасса, и потом возвращались. Было такое, правда? Было, правда? Вот вы сейчас видите как бы другую сторону. Ваше мнение. Вот все-таки, да, вы хотели выйти с Украины, да? Но вот эти вас эмоции переполняли, когда вы смотрели телек. Это вы мне говорили, правда? Да. Да. Вот ваше мнение сейчас, вот, когда вы это все смотрите. Ну, мое мнение по поводу этого, на самом деле, складывается, что я предпочел бы, чтобы этого вообще ничего не было, чтобы никто никуда не вторгался. Но мы имеем то, что имеем вот на данный ситуации. Ну, а вы пришли к осознанию того, что все-таки Россия вторглась в Украину и что оснований для этого-то особых и не было? Получается, что да, так оно и есть. Но опять же, наша власть решила одно, получается, и с нами не посоветовался никто. Они начали пропаганду, и очень многие люди стали в это верить. Нет, то, что политика, разменная монета, что было видно. Спасибо вам. Ну вот молодой человек, например, мы с вами вроде бы вчера общались, да? Вы же, например, как бы уверены, что все правильно, все так и должно было происходить? Я вам... Да. Мы со мной не общались. Я объясню, что я имею в виду. А, это не вы. Михайлов Руслан Владимирович есть? Да, я не хочу общаться. Я еще вчера, мне кажется, сказал. Я, неправильно тогда подписал фамилию, получается. Подождите, это кто? Да, это вы. Хиркин, Стрелков, как его правильно. Так, стоп, вы не хотите общаться или что значит дали понять? Вы согласились на интервью, вы сели со мной, начали разговаривать. Ну, вы не против пообщаться, да, со мной? Под записи для публикации? Да. Не против? Нет. Как зовут вас, представьтесь? Михайлов Руслан Владимирович. А сегодня? Хватит. Что значит хватит? Не, ну вы же реально, вы уверены в том, что правильно все, вы российские действия, все обосновано. Офицер, я выполнял приказ своего командования. Приказ это одно. Когда человек говорит, я выполнял приказ, это один разговор. Мне безразлично, что там на политическом уровне или в другом творится. Но вы поддерживаете действия российской страны, правильно? Я выполнял приказ своего командования. Это ваше мнение личное, чисто как человека. Вы поддерживаете? Личное, что я вам все могу сказать, все. Но вчера дело в том, что вы рассказывали про наемников НАТО. Вы поняли, что я вам говорил про наемников? По крайней мере, меня брали в плен наемники французы. Почему вы решили, что они наемники? Потому что они сами мне это сказали. На английском языке. Как именно? Что они сказали? На английском языке. Ну давайте, на английском языке. Они мне оказывали медицинскую помощь. Дальше. Ну, что они вам сказали? Как они вам объяснили на английском языке, что они наемники? Да это и так понятно. Можно как бы... Нет, это так непонятно. Нет, это так непонятно. Конкретно. Как вы их поняли? Вы знаете английский? Ну, немного, да. Ну, и что они вам сказали? Они меня, когда оказывали Как звучит слово помощь... наемник на английском языке? Не знаю. Так откуда вы поняли, что они наемники? Ну, они же точно на английском языке не будут общаться в ВСУ. Конечно, правильно? нет. Двое на английском, а 8... Я спрашиваю, почему вы поняли, что они наемники? Того факта, что у нас воюют добровольцы с других стран, никто не отрицает. Почему вы решили, что они наемники? Я считаю, что это не добровольное участие, это по-любому наемники. Почему вы так считаете? Ну, кто еще? Я не знаю. Добровольцев с других стран, как бы. Что? Россия не набирает, допустим. Россия набирает зэков, наркоманов, вещевых, и набирает и из других стран. У вас там темнокожие недавно вон шагали. Набирает из Африки. Набирает. Не знаю, не видел ни разу. ЧВК «Вагнер» что такое?
Частная военная компания, наверное. Да. У вас запрещено наемничество в России? Да, вроде. Почему у вас открыто работает частная военная компания, если у вас запрещено наемничество? Я не в курсе, работает она или нет. Видите. А теперь я вам объясняю, кто такие французы, англичане и другие люди. Это люди, которые пришли сюда добровольно, официально вступили в ряды вооруженных сил Украины и официально воюют. Дальше. Да, не знаю, я их документы не смотрел. Конечно нет, но вы знаете, что они наемники, потому что они вам сказали на английском, хотя слово наемник на английском вы не знаете. Я считаю, что меня наемники взяли. Так нет наемников НАТО в Украине. Ну, конечно, они же бесплатно приходят сюда. Иностранный легион, мы много говорим, это не наемники, это легально иностранный легион в рамках ВСУ. Они официально воюют. Это не наемники. Как? Это так сделали, типа, легально. Так. Я, конечно, прошу прощения, да, но я вам скажу просто, а как сделать? Вот приезжает человек, вот он хочет воевать за Украину. Его официально берут в вооруженные силы Украины. Нет, давайте по-другому. Официально служащий в украинских вооруженных силах. Давайте по-другому поставим вопрос. Что значит наемник НАТО? Что это значит? Вот термин наемник НАТО. Иностранный военнослужащий, который приехал за деньгами. Они не военнослужащие, большинство из них. Как вы думаете? Стоп. То есть они... Как? Откуда у него боевой опыт? Многих есть. Воевал где угодно. Воевал где угодно. Нет. ЧВК «Вагнер» — это часть, давайте по-другому. ЧВК «Вагнер» — это часть российской армии? Нет. Это наемники, правильно? Да. Иностранный легион — это часть украинской армии. Официально. Ну подождите, ребята, ну что ж вы как-то... С другой стороны. Стоп, ЧВК «Вагнер» официальные служащие, официальные. Есть Женевскими конвенциями определен. Я объясню, вы потом поинтересуетесь, просто вы поймете. Женевскими конвенциями четко определен статус: комбатант, не комбатант. Знаете, кто такой комбатант? Ну, это люди, которые пошли против власти. Нет. Это коллаборант. А комбатант — это конкретно военнослужащий какой-либо армии, которая принимает участие в военных действиях. Есть комбатант, не комбатант. Так вот, комбатант или военнослужащий — это человек, который официально служит в тех или иных формированиях. Официально. Приезжает к нам француз, медик, который вам предоставлял помощь, которого вы назвали наемником. Предоставляет человеку помощь. Он официально зачислен в вооруженные силы Украины. Он комбатант по Женевским конвенциям. Да я договорю. Есть ЧВК «Вагнера», куда по договору в охранную фирму гребут всех подряд, в том числе зэков, наркоманов, вечевых, насильников, спидозных, всех. У них нет никакого статуса. То есть, когда этот человек берется в плен, даже непонятно, кто это вообще. Потому что он не является военным, в принципе. Таких людей. Также человек, если придет наемник, как даже с Вагнера, может пойти с российской армией, он также может идти, как являться военнослужащим. Он не имеет к армии никакого отношения. Никакого. Не может быть, не иметь никакой к армии. Как это не может? Ну давайте разберемся. Нет. Я и говорю о формальности, естественно. Так формальности же и определяют. Послушайте, если кто-то когда-то служил в полиции, он же всю жизнь полицейский? Нет. Точно так же и здесь. Либо ты официально служишь, либо ты официально служишь, либо ты не служишь. Второй вопрос, это да? Добровольно люди... Да, добровольцы. Хорошо. Официально принятые в украинскую армию — это добровольцы. Правильно. Что вас так удивляет, я не понимаю. С ним. Добровольцы с иностранными. Он даже не стесняясь сказал, что он наемник. И ничего. Он на каком языке с вами разговаривает? Англоязычный. Как будет на английском языке наемник? Англоязычный, это не значит, что он полностью разговаривает. Ну как будет на английском языке наемник? Он откуда вообще? Кто он такой? Британец, француз, испанец? Да, он, получается, из Америки. Слушайте, удивительно как-то. Говорит так, как вам удобно, он оттуда, откуда вам удобно, и он вам точно сказал, что наемник, но больше вы ничего сообщить не можете. Это просто точно такой же разговор у нас был вчера. Я его брал в плен. Я с ним, получается, беседовал. Когда мы брали разведных людей,
Поймите, слово наемник, оно четко определяется вот именно вот формальными вещами. Наемника от ненаемника отличает конкретно, он официально служит, или же он именно наемник, который пришел повоевать за бабки. Ни одного британца, у которых средняя зарплата 4000 евро, не может заинтересовать, нищенская зарплата по сравнению с их в ЗСУ, хотя у ЗСУ неплохие деньги, но их это не заинтересует. Ни один человек из Европы не придет за эти деньги сюда воевать, поймите это. Это нелогично. Из-за чего они сюда приезжают? Какой человек захочет просто так отдать свою жизнь? Нет, есть люди, которые романтики войны. Романтики войны, он сам отдать свою жизнь. Да. И я с такими тоже здесь общался. Да, он не должен был сдаваться в плен. Ну вот, я вам сейчас могу сказать фамилию. А вот должен он или не должен был он сдаваться в плен, это уже третий вопрос. Но вот вы можете пообщаться с Наумовым Кириллом, который четко мне вчера рассказывал, что он поехал из Камчатки вот я не помню, куда-то, ближе к Донецку, потому что ему хотелось повоевать. Да что, куда здесь далеко идти? Вот что ты мне на интервью говорил? Зачем ты сюда приехал? Я за своих. Да каких за своих? Ты мне все интервью говорил, что ты поучиться приехал сюда. На интервью ты мне говорил. Поучиться. Типа. Это неправда было? Правда было. Ну вот, поучиться человек приехал. Есть идейные, которые ненавидят Россию, имеют на это все основания, едут сюда воевать с ней. Я просто не понимаю. Вот эта штука, она удивительная. У меня не было приказа, я не... Есть разные люди, и их разные... Вот романтик науки, вот, он четко говорил, можете между собой, романтик войны, он четко сказал, у него есть идея сделать автомобиль круче Маска. Он приехал сюда на войну поучиться. Вот, перед тобой сидит человек. Как? А я не знаю. Вот это наши беседы. Вы же беседовать вчера не захотели. Можете тоже побеседовать. Расскажите о своих идеях и целях. Ну, было такое. Да, вот человек подтверждает. Я вам говорю, что есть и романтики, есть и идейные, есть разные. Есть идейные с вашей стороны, которые я иду убивать украинцев, потому что они украинцы. Все, это ниша там. Есть такие. Я их не встречал. Я встречал. Даже приказа не слышал, что надо уничтожать топовую нацию. Я не знаю, услышали вы приказ или не слышали. Информации взята, то, что мы сюда пришли для уничтожения украинского народа. Это вообще просто... Подождите, где я вам такую информацию показывал, что вы сюда пришли? Вы там включаете постоянно. Что именно? Видео, вот это, то, что связано с нацизмом от России. Так это у вас по телевизору, это кадры с вашего телевизора. У вас тоже кадров много. Да, только мы к вам не пришли вас убивать. Барахтар у вас тоже, да, мы к вам пришли вас убивать, вопрос. Мы к вам пришли вас убивать? Вот когда я приду убивать вашу жену и ребенка, тогда вы посадите меня на это место и будете мне рассказывать про наш телевизор. В Сирии ваши военнослужащие. В чем здесь Сирия? В чем здесь Сирия? Ваши военнослужащие. При чем здесь Сирия? Ваши военнослужащие. Я не знаю. А я вот знаю. Ну дальше что? При чем здесь Сирия? Дальше, при чем здесь Сирия? При чем здесь сюда Украина? Потому что вы сюда пришли в Украину убивать украинцев. Вы приходили в другие места убивать российских СМИ. Как? В какие места мы приходили убивать российских СМИ? Нет, ну так... Стоп. Российские наемники ЧВК есть и в Африке, и в других странах, правильно? Войны были в других странах. А разве в Украине есть наемная армия? Я не знаю, о чем вы сейчас говорите. Вы не даете мне фактов. Вы мне говорите просто, что куда-то кто-то приходил. Потому что я вам рассказываю, что вы сейчас говорите, что мы сюда прибыли убивать украинский народ. Вы указываете... Потому что вы не убиваете. Нацистами? Ставите нас нацистами? Да. И это предоставляете. Но я говорю, когда я выходил на выполнение задач, ни разу я не слышал, что нужно уничтожать Украину. Так никто не говорит, что это все делали. Так никто не говорит, что это все делали. Я вам даю просто кадры с вашего телека еще раз. Вы встречать здесь людей, которые специально пришли убивать Украину. Да, были такие. Ну и что дальше? Я не встречал. Ну так я вас не обязываю к тому, что вы должны были это встречать. Я вас не обязываю мне верить. И не обязательно вам в это верить, естественно. Ну, есть очевидные вещи, которые по российскому телевидению говорят, что вот мы должны обстреливать Украину крылатыми ракетами. Это нормально? Вот они все там кричат сейчас на всех ток-шоу, что должны бить Украину крылатыми ракетами. Да. Нет, они говорят, что мы должны... Крылатые ракеты, да? Нет, по инфраструктуре. По инфраструктуре? Они говорят, что должны быть... Ну, умирают мирные жители. Да. Как? Умирают мирные жители? Да, дома разрушены, вот неделю или две, Вышгород, Киев. Так они не попадают. Они не попадают просто.
Вы что, не понимаете этого или что? Они не попадают. Просто, и все. 100% не сбивают. Потому что я приехал в Харьков и снимал его с квадрокоптера. То, что осталось после ваших обстрелов. Полгорода уничтожено. Это то, что я видел своими глазами. Разрешите? Да. Дайте, пожалуйста, микрофон. Ну. Не, я просто не понимаю, вы здесь Сирия, Австро-Венгрия какая-то, еще что. Российская армия вторглась в Украину, понимаете? Ну, так что и мы как бы разговариваем о том, что это не надо, это нехорошо, это неправильно. Вы говорите Сирия. Почему здесь Сирия? Во Львове, извините, во Львове хотели попасть по этим трансформаторам, попали в шиномонтаж. Я, конечно, еще хочу просто добавить. В Сирии по артиллерии попали в Белгород по местному жителям, по дому, который обрушился и погибла молодая семья. Конечно. А когда это произошло? Когда это произошло? Когда? Июль месяц. Да, а вторжение России в 24 февраля? До 24 февраля в Белгород хоть раз что-то прилетело? 14-15 лет. Извините. Да. В Белгороде? 14-15 год. Да. А вы уверены, что это с Украиной? Да. А вы уверены, что это Россия? Не, ну так, то есть вы обосновываете ваше вторжение тем, что когда-то что-то прилетело в Белгородскую область, так я понимаю? Ни разу никто не показал, куда что прилетело, почему это с Украины прилетело. Это вас не интересует, да? Все, давай, айда, умирать, или там гибнуть, или убивать, потому что нам так сказали. Но получается, что так. Сирия, она не российская и не украинская, понимаете, Сирия. Да. Да, если там были какие-то российские или украинские солдаты, я, правда, не знаю. Но смысл в том, что они там друг друга, очевидно, убивали. И это не обосновывает вторжение России в Украину. Верно? На территорию России прилетали ракеты с Украины. Попадали Куда по Белгороду, по Ростову. Я думаю, нет. Не, ну... Информации не будем в этом. Нет, давайте информация. Хорошо, давайте информация. Поехали. Хрен с тем нацизмом, всем и так уже все понятно. В чем дело? Паспорт верните, пожалуйста. Нет, я не уберу телефон. Телефон я не уберу. У нас нет военного положения, не введено ничего. Вы забираете. Нет. По военному положению у нас нет мобилизации. Нет. У нас нет военного положения, а значит нет. Не надо мне открывать телефон. Не надо. Мне ваш глава до одного места. Понятно? Вызови мусоров лучше. Вызываю сейчас мусоров. Что это такое? Принудительная мобилизация идет. Я не поняла, в чем дело? Ты почему здесь? Ты здесь почему? Ты здесь почему? Почему ты не на фронте? Идите воюйте куда хотите. Нет, никуда вы его не заберете. Ты смотри на них умный. 28-го. Нет, никуда не повезет. Нет, ребята, мы в онлайне, смотрите, мои подписчики. 28 июня, Макеевка, Центрально-городской район. Вот, забрали документы у мужа и требуют, чтобы его сейчас увезли. Документы не отдают. Идет, говорят, всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Вот стоим и разбираемся. Верните документы молодому человеку. Он не поедет с вами в военкомат. Он в военкомат не поедет с вами никуда. Никакого военкомата. Верните. Документы верни, я сказала. Документы верни. Вы смотрите, у них работа такая. Отдай документы.
И что? И что? И что? Смотрите, 28-й Центрально-городской район, Макеевка. Забрали документы у парня и хотят его забрать в военкомат, но нет. Вызываем полицию сейчас. Никакого военкомата никуда он не поедет. Нет, в военкомат он никуда не поедет. Воевать он не пойдет, понятно? Все, до свидания. Верни документы, я сказала. Документы, он не пройдет никуда. Паспорт отдайте. Паспорт отдай. Паспорт отдай. Он гражданин Украины, понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине, там, неподконтрольной вашей республике. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая, забирать военкомат. Воевать никто не хочет, вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят, уже половина попохоронили, мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Ребенок инвалид у нас, ничего? Отдайте документы, парни. Расписывайся в повестке, пойдем по повестке, но не так, как забирают. Вот она, повестка. Вот, давай. Давайте я распишу. Пожалуйста. Давайте. А что вы меня в машину сажаете? Потому что вас надо доставить, проверить ваши... Нет, ничего не надо. Мы прописаны здесь по прописке, понятно? Чё ты, старый, идите распишу. Давайте распишу. Мы пойдем по повестке, будем обходить. Тем более, что у него там написано, что он не военно обязанный в такое время. Вы прочитайте получше. Паспорт, вот видите, как вы вырываете? Отдай паспорт. Квитанцию сюда верни, уважай. Так. Вот, ребят, видите, что... Вот, ребят, что вытворяется. Вот, вы видите, что вытворяется. Вот, смотрите. Вот, ребят, смотрим, да? Квитанцию я верну. Верну. В магазин не заходите, это частная собственность. Ты смотри, какие умные. В магазин не заходите. В магазин никто не заходит, это частная собственность. Я верну сейчас. Сейчас вернет квитанцию, пойдем по повестке. Ничего страшного, пойдем медленную комиссию обходить, как положено. Конечно, обходить. Я для этого его и вызываю. Нет, вы его хотите. Сами обойду. Я без проблем обойду. Он все обойдет. Тут проблемка такая. Задержали человека. Он не хочет ехать с нами, проезжать для подтверждения его документов. Выписали повестку. Она тут прямой канал, женщина его. Конечно, на прямом канале. Вырывает паспорт с рук. Конечно, с Украины, да. Да, мы граждане Украины. Все. У нас паспорта у нас украинские. Есть 2 часа, чтобы явиться в военкомат. На 22-ю линию. Мы знаем, где она находится. На 22-й линии, ребят, нас пригласили в военкомат. Сейчас больше поговорим про эту татуировочку. Права женщина или нет? Ну, я не знаю, даже вообще не видел, кто это. Серый, как с тобой? Вот как ты? Только меня вообще забрали, блядь. И все, всяких бог. Не хочешь, 10 и поехал. Силой забирают. Подождите, у вас вот сейчас тоже, сейчас в данный момент мы уже не раз по телевизору наблюдали, и бегущая строка, и в новостях все это говорится. У вас только на одном южном направлении, которые убегают парни, не хотят воевать, не служить, ничего, убегают там. Здесь... А нам бежать некуда, извините. Я со своей земли, грубо сказать, я не убегаю. Это первый. Александр, меня зовут Александр, я с Луганска. Наши парни убегают. Вот по телевизору пока, ребята, мы новости смотрим ежедневно. Друг мой. И показывают, что люди убегают. Друг мой, дезертирство есть в любой армии. Смелые, героические люди и негероические люди, и трусливые люди тоже есть в любой армии. Не надо мыслить какими-то шаблонами, что кто-то один, а кто-то другой. Люди, они по сути мало друг от друга чем-то отличаются. Но и нам некуда убегать, и вам некуда убегать, потому что мы все на территории Украины, мы все у себя дома. А вот рашисты сюда пришли и сделали здесь все то, из-за чего мы все с вами гибнем. Вот в чем проблема. Понимаешь? Да, это понятно. А женщина это до сих пор говорит, что она украинка, между прочим. После всего это понятно. Мы тоже украинцы.
Я не против. Вы украинец. Мы Да, тоже украинцы, не, но обычно я факт тот, что спрашиваю, вы что, мы я житель были до Донбасса. того момента, когда, извините, я сейчас скажу честно и правда, мы были до того момента украинцами, до 2014 года, когда вы, украинцы, кажется, наш народ, как вы все это, Донбасс это наш народ, именно наш народ в 2014 году, до вторжения России, как вы говорите, начал бомбить на самолеты и подвозить технику. Давайте сейчас до это этого было. дойдем. У меня это все, мы просто будем Но это говорить было? без- Нет, этого не Как было. не было? Ну так. По центру Потому что города вас кто бомбила бил? Россия. По центру города чей самолет сейчас я бил? вам покажу. Что вы думаете про... Подождите, одну секундочку. Я хочу просто закончить про эту женщину. Значит, смотрите. Она до сих пор считается украинкой. Она находится там. Более 2 миллионов человек выехало из этих регионов после 2014 года. При этом только 600 тысяч в России, остальные в Украину или в страны ближнего зарубежья, такие как Польша, например. Почему-то кто-то думает, что мнение жителей Донбасса – это мнение тех, которые там остались. Но дело в том, что пророссийскими там было, ну пусть 30%, может быть, от силы. Было еще 30%, которым все равно, правда? Ну вот я сейчас общаюсь, всем все равно. А были те, которые были проукраинскими. Почему их мнение не интересует вас? Вот в чем вопрос. И дальше переходим вот к этому. Следующий вопрос – это Одесса, 2 мая. Сожгли невинных людей же, правильно, в Доме профсоюзов. Так же, как бомбили украинцы. Ну, так. Сожгли же невинных людей, правильно? Это один из главных аргументов. Вы же об этом говорите постоянно. Взяли, согнали невинных людей, просто так и сожгли. Вот давайте посмотрим. Это неонацистские мобилизаторы из ДНР. Прошу прощения. Центрально-городской район. Вот, добавили документ. Ну, может быть, чуть-чуть плоховато видно, но вы можете различить у него свастику, орла и так далее. Я не знаю, это зоновские масти там. Что это вообще? Я просто говорю о том, что объявлялась какая-то денацификация, и вот нацист с нацистскими наколками ходит и мобилизует людей в ДНР и ЛНР. Все. Там не отрицалово это или не отрицалово. В России бы, если бы показали бы такого украинского военного с такими наколками, никто бы не говорил, отрицалово это или не отрицалово. Да, на Фашистам никакими краями. Нет. Не про это говорится. Смотрите, вы говорите, что это отрицалово зоновская, правильно? Да. Вот. Если бы это был украинец, да, это был бы украинец, вот берут, российские СМИ, они бы не сказали, что это отрицалово зоновская, они бы сказали, вот фашист. Так бы было, да? Про свободу слова в РФ пару буквально нарезочек, да. Если вы хотите сказать, что вот у нас такое происходит, то нет, у нас вот такого вот не происходит даже близко. И не происходило, не происходит даже в военное время. Кто-то парень идет на рожон, вышел с пустой бумажкой. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Все, забрали. У нас люди ходят и... Вообще, да, непруха. Непруха вышел с чистым листочком. Что им нравится или не нравится действие. Там уже много лет не фартит. 20 где-то, Это да? удивительный просто протокол, который выписали, ну тут хреновое, конечно, качество, выписали протокол за плакат «Нет фашизма» на человека в России, но... Я не знаю, дорисовали или не дорисовали, но просто нет фашизма. Нет фашизма. Я думаю, что нет, там не было никаких смыслов. Вот это вообще класс. Видели? 90-е? Это стрим сейчас идет. Да не, Володь, ты... Ну, стрим. Да это стрим, еще раз говорю тебе, этот человек стоит с камерой. Это человек стоит с камерой, этот человек делает прямой эфир. Когда прямой эфир, качество зависит от соединения интернета. Это аматорское видео. Но смысл в том, что она к нему подошла с плакатиком 2 слова. Говорит, как думаете, меня задержат за 2 слова? Он говорит, вас уже задержат. Ее раз убрали. Но самое интересное дальше. Потому что он продолжает стримить. И сейчас подходит женщина, которая такая типа с претензией. А вы только оппозиционеров показываете? Он говорит, да не, мы все мнения показываем. Ну он говорит, я тоже хочу высказаться. Просто хреновый звук, но вы это сейчас услышите. И она начинает высказываться, а что дальше? Вы это видели, нет?
Вы снимаете только оппозиционеров, да? Всех снимаем. Всех снимаем. Снимающих. Ну, а те, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, их снимать? Все мнения показаны. Ну, вот я тоже хочу высказать это свое мнение. Скажите. Меня устраивает то, что... Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Ну, то, опять-таки, плакат «Нет фашизму», задерживают за плакат «Нет фашизму». А, собственно говоря, полное отсутствие свободы слова, оно присуще именно вот тоталитарным режимам. Я не стал там дальше в этом ролике про рашизм, если Владимир захочет, он дальше покажет. Да нет, да большинство, ну, как бы, россиян соглашается, что свободы слова нету. Ну, у меня еще не было ни одного человека, который бы сказал, что в России свобода слова. У меня были. У меня не было. У меня не было. Не, у нас есть свобода слова, можно выходить, что хочешь говорить. Нет, такого не говорили. Большинство даже соглашается, что диктатура. Ну, я не знаю. Это такое дело. Это просто для демонстрации. Да. Целый день у телевизора сидит. Как? Целый день у телевизора сидит, он думает, что ему диктует это. Да нет, это не про телевизор. 2 мая в Одессе. Здесь аматорский комментарий, но я думаю, вам все будет понятно. Это я записал, собрал вся документалистика, которая была, и постарался вложить это все в 5 минут, все, что там происходило. Как украинские активисты, так и пророссийские активисты ходили митингами и различными шествиями в Одессе на протяжении февраля, марта и апреля 2014 года. То есть все началось совсем не 2 мая. Но также важно отметить, что эти активисты вообще-то общались между собой и пытались найти какой-то компромисс и взаимопонимание. Поэтому митинги носили абсолютно спокойный характер. Те ходили по одним улицам, те ходили по другим улицам. Столкновений не было. Все проходило спокойно. На 2 мая был назначен футбольный матч Черноморец-Металлист. Металлист Харьков. Соответственно, харьковские и одесские болельщики собрались на этот матч. И как обычно, как ежедневно это и происходило, практически ежедневно, был назначен митинг или шествие проукраинских активистов. Вроде бы все как обычно, но нет. В этот день, именно в этот день, почему-то пророссийские активисты решили пересечься с украинскими. Понял, на стадион. Так вы здесь при чем? Чего вы туда пришли? Мы что, что там творится? Ну ты не посмотри, кто там находится. Чего вы решили? Мы спокойное подразделение. Стоим, никаких решений не делаем. Стоим, что у вас там творится? Это не помощь. Этих людей почему-то очень сильно возмутил приезд украинских фанов в украинскую Одессу. В полдень 12:00 они объявили общий сбор на Александровском проспекте. И кого-то это может сильно удивить, но почему-то российские СМИ и пророссийские блогеры совершенно не уделяют этому эпизоду никакого внимания. А ведь раздача бит и ребята спортивной внешности, которые разминаются, не могли, в общем-то, остаться за кадром, но вот в российских СМИ и у блогеров они почему-то выпали. Цель сегодняшнего марша? Мы приехали с Харькова на матч. Вы что-то хотите сказать, вы останавливаете, я остановлю. Нет. Нам, понимаете, надоело бояться. Ну как можно, какие могут быть провокации? Видите вот это вот чудо? Я не знаю, это надо быть совсем отморозком, чтобы против этого чуда что-нибудь спровоцировать. В Одессе ничего нет. Среди украинских болельщиков, как вы понимаете, есть разные, как и среди активистов. Есть фаны, есть ультрас, есть обыкновенные люди, которые просто приехали на матч. Но поскольку на российских СМИ вам более чем достаточно показывали украинских активистов, я в очередной раз вам демонстрирую колонну из российских активистов. Вооруженных. Слава России, все такое прочее. Это тоже в основном стримов, поэтому качество тоже не ожидается. Ну и кого-то, наверное, будут бить сегодня. За ленточку разбили, получается. Уже после обеда на пересечении улиц Греческой и Дерибасовской 2 колонны сходятся, то есть 2 колонны украинских активистов и пророссийских активистов сходятся и начинаются столкновения. До сих пор остается под вопросом, почему лидер куликовцев, так называемых, то есть тех самых пророссийских активистов, Сергей Долженков, повел свою колонну на перерез украинским активистам. Потому что украинских активистов было намного больше, это было понятно.
Понятно, что российские активисты, пророссийские, были вооружены, были в касках. Именно так их и можно отличить. В касках с красными ленточками. В основном они все в форме военной. Но украинских активистов ведь намного больше. Не должны были они идти на пересечение с ними. Это было для них крайне опасно. И тем не менее они на него пошли. Ну и то, что они начали там выхватывать, это, в общем-то, неудивительно. Тем не менее, в результате столкновений на перекрестке Дерибасовской и Греческой смертельные ранения получили именно украинские активисты. Игорь Иванов из Белгород-Днестровского 27 лет и одессит Андрей Бирюков 35 лет. Кто-то начал стрелять. Кем-то организован. Я не знаю, полным-полно вопросов без ответов. Но вам рассказывают конкретно и четко. Сожгли невинных людей, нацисты загнали в Дом профсоюзов невинных людей и сожгли. Печать. Все немножко не так. Понимаете? Закончено по этому делу. Да и не будет никогда закончено, я вам сейчас объясню почему. Я говорю о том, что первые смерти это проукраинские активисты. Понятно? Это просто, можете проверить. Это были огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Ну и, наверное, как вы уже сами догадались, просто по логике настроение у украинских активистов после смертей этих резко изменилось, скажем так. Им удалось оттеснить пророссийских активистов. И что интересно, в этой ситуации милиция еще тогда милиция была, постаралась построить кордон между активистами и защищали милиционеры именно российских активистов. Фактически вы можете видеть, что в одной колонне оборонительной стоят и милиционеры, и те самые пророссийские активисты. Но при этом, при всем, мы слышим что-то похожее, какие-то хлопки, похожие на выстрелы огнестрельного оружия. Откуда же издаются эти выстрелы? Ой, смотрите, так среди пророссийских активистов есть вооруженные люди. В общем-то, мы об этом уже говорили, но сейчас мы видим этому явное подтверждение. Человек убили, Знаете, что-то мне подсказывает, что на российском телевидении или у российских блогеров этот эпизод тоже забыли показать. И именно поэтому жители Донбасса знают, что в Доме профсоюзов сожгли невинных людей, но совершенно ничего не знают. Что это за люди подозрительные еще с оружием сверху на крышах тоже здесь стреляют? Конечно, ничего. Не-не-не, никто ничего не утверждает. Не-не-не, все фейк, никто ничего не утверждает. Просто задаю вопросы. Вот просто задаю вопросы. Вот стоит колонна российских активистов, вот люди с российскими флагами, вот милиция, вот человек с камерой, который снимает для российского телевидения. И вот выходит... А? Тут вообще не вниз стреляют по людям. Вниз по людям. Ну это так же, как и на Майдане кто-то стрелял. С крыш вниз по людям. Да я ничего не утверждаю. Послушайте. Я просто вам говорю. В Одессе сожгли невинных людей в Доме профсоюзов. Просто так взяли и сожгли. Ну это не так. Вот здесь, Владимир, вот здесь кто сказал, что это травмат? Нет, не травмат. Нет, смотрите. Первые смерти на Майдане. Вот я делал большое расследование о первых 3 смертях, да? Тогда все говорили, тогда еще при власти было Януковича, Форд 500М. Знаете, да? Аппарат. Там, где Пашинский выносил, да? Это? Не Пашинский, Форд 500М, которые имели на вооружение, милиция, еще украинская, да? И было 3 смерти, да? Вы слышали, Негоян, Жизневский и Сенек, мне кажется, да? Да, это первые смерти на Майдане. Это еще до большого расстрела, да? И тогда по телеку все говорили, что это не расстреляли, что это не могла быть милиция. Это не могла быть милиция, потому что Форд 500М стреляет только травматом. Что мы сделали? Если вам будет интересно, я вам привезу целый сюжет, который я сделал в 2014 году. Что мы сделали? Мы взяли Форд 500М. Я лично, как журналист, взяли боевые патроны, травмат и стреляли на камеру с этого, что туда лезут все патроны. Понимаете, о чем я говорю? И мы доказали, что это все шло со стороны
милиции еще тогдашней. То есть эту мысль старается вам донести также Владимир. Мы все это показали. Более того, этого никто не знает. Меня вызывали в Генпрокуратуру украинскую, тогдашнюю еще, как свидетеля. Потому что я это сделал. И они сказали, расследование закончилось, ну то есть еще не закончилось, оно шло. Но они сказали, то, что ты показал в 2014-м, у нас все сошлось также с расследованием. Мы смотрели твой сюжет, мы смотрели и сопоставляли. То есть это все реально. Можно я скажу наперед, да, чтобы у вас было просто понимание? Я в конце даю это титрами, но тем не менее. Знаете, почему это расследование никогда не будет доведено до конца? Ну, какие версии? Потому что никому не нужно это. Это стоп, но это очень просто. Потому что с обоих сторон. Тоже принимается, безусловно. Потому что начальник милиции Фучиджи, который стоял во всех этих колоннах, уехал в Крым после 2014 года и стал российским чиновником. Ну, Аваков уже поехал же тоже с Крыма и стал тут начальником. Что? Аваков уже поехал же с Крыма и стал тут начальником. Аваков Харьковский. Ну, не можем быть. Что? Кем? Ну, милиция. Это же расследование нужно. Да, ну, сейчас посмотрим до конца, и вы поймете, я думаю, почему. Тут просто столько вещей, я немножко понимаю в этом, и я вам скажу, это тупо нереально. Нельзя довести до конца, действительно. Потому что это просто нереально. Ну, потому что это просто нереально. Потому что те, кто это делал, попытались сразу же стереть все следы. Забрать их с собой, уничтожить. Потому что начальник пожарной охраны, пожарка ехала 40-45 минут до Дома профсоюза. Это невозможно, я работал в МЧС. Но я знаю, как это работает, и я знаю, сколько взаимозаменяемых машин может быть. Максимум 15, но это вообще уже максимум. А начальник пожарной охраны тоже уехал в Россию после этого всего, сбежал. Понимаете? Я ни на чем не настаиваю, просто факты. Ну, просто факты, и все. Как факт, что за российскими журналистами выходил человек с ружьем и стрелял. Знают о том, как это все начиналось. При этом скорая, как вы видите, помогает обеим сторонам этого конфликта. То есть нет никаких нацистов. Есть просто вооруженное столкновение, по крайней мере вооруженное огнестрельным оружием с одной стороны, между пророссийскими активистами и украинскими активистами. Вот что происходит в Одессе. А вот и стрелки на крыше здания. Также их несложно идентифицировать как пророссийских активистов. Соответствующая форма, повязки, каски. Вот они, сука, с красными повязками. Да, это может быть все, что угодно. Но это снимают люди. Это просто случайные записи с телефона. То есть я собрал просто все, что было, понимаете? Я вам не пытаюсь показать что-то одно. Пуля непонятная. Непонятная пуля. Она есть. Ему обеспечили коридор и сейчас госпитализировали. И еще один сейчас находится за щитом. Щит самообороны обороняет его от расправы. Как видите. И как вы видите, украинские активисты пытаются сдержать своих побратимов, защищают пророссийского активиста от того, чтобы ему, ну, как вы понимаете, не навалили. Да? То есть не изверги, не нацисты, а люди, которые пытаются даже в такой обстановке, при огнестрелах, даже понимая уже, что те по ним стреляют, контролировать ситуацию. Далее пророссийские активисты отступили в Дом профсоюза. Кстати, когда они баррикадировались, вы же должны понимать, что у них тоже с собой были и коктейли Молотова, и канистры с бензином и так далее. Примерно в 19:30 в Доме профсоюзов вспыхивает пожар. Якобы милиционер стреляет в кого-то на крыше. Ну да, по-моему, фамилия у него Волков, да, снизу стрелял. А знаешь, почему он стрелял? Ну, я просто... Да, я просто как, ну, для информации чисто, опять ничего не убеждаю. Потому что на крыше, тут вы только что видели людей, которые там рассаживались. И они тоже, они стреляли как раз вот по толпе. И он открыл этот огонь не потому, что ему хотелось убить кого-то, а потому, что ему надо было нейтрализовать огонь с крыши. Ну так, обращайте внимание просто. В Доме профсоюзов вспыхивает пожар. Вот
очаг возгорания сложно понять. То есть, если в нижний этаж, да, справа... Опять-таки, сюда могло прилететь с этой коктейль Молотов. А раньше-то загорелось вот выше, там, 4-5 этаж. Сами себя подпалили. Но если мы берем типа все версии, да, а не концентрируемся на чем-то одном, то самоподжог, особенно для людей, которые имеют дело с горючими материалами, особенно без опыта, тоже это не редкая штука. Россияне, падла, курить не умеют там, где надо. О, пусть курят там, где еще не попало, да? Где попало не надо. То есть тут про воспламенение тоже довольно сложная история, ну... Который вы видите, еще можно было скинуть файл, но я не думаю, что на... Видели, да, на крышах вот люди там? То есть слева можно было его докинуть. Здесь сложно что-то сказать. Но в целом мы понимаем, что разгорелось очень быстро, потому что там большие помещения, там серьезные сквозняки, окна везде пооткрывали, разгорелось в считанные минуты. При этом нельзя не отметить, что да, действительно, люди начинают спрыгивать с окон, да, действительно, это все большая трагедия, и мы не отрицаем, что это действительно было, но я почему-то не нашел видео, о котором говорили, что якобы украинские активисты кого-то там добивали под окнами. Вместо этого нашел видео, где украинские активисты пытались помочь людям, которые спрыгивали с окон. И в том числе подтягивали наши активисты, подтягивали металлические леса для того, чтобы помочь спуститься другим людям. Вот если смотреть на эту ситуацию в целом, то мы понимаем, что это было за противостояние, мы понимаем, с чего оно началось. И вообще в тот день в результате вот этого пожара погибло 42 человека. Остальных удалось спасти. Более 200 получили ранения. 48 человек в общем погибло в тот день в Одессе. Где они такие щитки подбирали? Там это надо. Что? Щитки, да, где они? Сколько времени видят? Ну что, просто сожгли, согнали и умышленно сожгли невинных людей в Дом профсоюзов? А? Подоплека неизвестна. Ну и давайте, Пинкертоны, расследуйте. Как ты тут расследуешь? Была интересная реакция в каком-то ток-шоу, я не помню, ну, шло на Украине ток-шоу в то время, да, и была интересная реакция людей на это. Вы не помните? Нет? То есть люди, ну, скажем так... Я канал завел в 2019 году и начал изучать глобально все скажем так, не очень хорошо отзывались о жертвах в Доме профсоюзов. То есть это было, я не знаю, кого там согнали, ну, было в украинском сообществе тогда... Был Жириновский, который лет 15 уже рассказывает о том, что Украину надо уничтожить по российскому каналу. Дальше что? Он не совсем адекватный человек был. Да. Ну, это он не совсем что? Сказал бы, не совсем, не то, что неадекватный, он был эксцентричный человек. Да, но 30%, смотрите, 30% россиян мне сказали, что им нравится Жириновский как политик. Жириновский был харизматичный политик, он был харизматичный политик, он высказывался, он был очень эксцентричный. Что кто-то где-то говорил, мы уходим в ненужную полемику. Потому что она не касается, знаете, вот фактажа, того, что там у вас в голове, того, из-за чего происходит эта война. Понятно, что ее разжигали-то, это понятно? Понятно, что подбрасывали с одной стороны и с другой стороны, и с одной стороны подбрасывать могли тех, кто считался с той стороны самым главным патриотом, на самом же деле нет. Ну, то есть, эту конспирологию можно тут вертеть и крутить, знаете, 48 часов и ничего не докрутимся. Я просто говорю вам о фактах. Почему-то Владимир Бадилан уехал в Крым и получил там чиновника. Стал чиновником в Крыме. Да, опять фартануло. Почему-то Фучиджи, Антон, я, наверное, может, неправильно написал фамилию, через И, да? Или через Е? Из города Итуруп, острова. Тоже уехал в Россию и стал там себе спокойно жить. Почему это вдруг так? Ну, вот вопрос. И если бы им было что сказать об этом, то, наверное, они бы об этом поговорили, но они об этом не сказали ничего. То есть два основных человека, которые могли пролить свет на эту ситуацию, в том числе, почему пожарка так долго ехала. Если бы пожарка приехала, как она должна приехать, а там 5 минут от силы, выставили быстренько трехколенки, выставили быстренько раздвижную лестницу, ну, я думаю, что количество жертв бы удалось сократить процентов, ну, хотя бы на 80. Потому что сами активисты успели собрать леса, поднести леса, и начали спускаться все остальные люди. Вы это видели.
То есть никакие не нацисты. То есть никто не хотел, чтобы так это произошло. Но это так произошло. Но вам что рассказывали? А кто баррикадировал сразу в профсоюз? Те, кто туда забежал. Куликовцы сидели. Так вы же слышали на этом видео. Это же было типа так называемые вот это вот куликовцы. И на этом видео после того, как застрелили украинских... Так, что будет версия. Да, конечно. Конечно. Что здесь я вам нарезал, скажите? Что здесь? Что активисты выносят людей? Было? Было. Что лестницы ставят, чтобы спустить людей? Было? Было. Вадилан Фучиджи убежал? Было? Было. Полиция защищала российских активистов? Были люди с российскими флагами? Камеры для российских каналов были? Стрелок за ними был? Был. Что резать? Не знаю, почему не приняли меры никакие. Какие меры? Там апокалипсис перманентный происходил. Какие меры? Почему Фучиджи убежал в Россию? Он должен был принимать меры, он начальник милиции. Он меры должен был принимать. Есть же начальник отделения, он, я так понимаю, глава Одесской, да, был? Да, областной. Не, Есть же начальники отделов, да? Вопрос без ответа. Каждый на себя взять ответственность. И один полицейский даже брал на себя ответственность, который стрелял стрелков на крыше. Виноват всегда начальник. Ну, есть кроме начальника, есть работа. Я не назначаю виновных. Я задаю всего лишь вопросы. Я с вами согласен, хорошо. Я их много задал. Почему Фучиджи в Россию в котором она находилась, я не знаю, Одесса, я не знаю, должен начальник, Вот видите, подождите еще. полиции, Вот в любом случае, в самом начале было сказано. Поехали люди. Давайте по одному. Мы хотим записать это серьезно, этот разговор. Поехали люди на футбол, правильно? Да. Люди, получается, не местные. Но так, были местные и не местные. Не, подождите, вот так ориентироваться на не местные. Из Харькова, да? Чему ориентироваться? Чужой человек, грубо сказать, в чужом городе. Он не может так четко ориентироваться на крышах, на домах и на всем остальном. Значит, то бишь, это были местные украинцы. Логично? Там, да, скорее всего. Нет, там много приехало украинцев тогда. Да. Дело в том, что это местные были. Ну, это не было ни с Харькова, ни с Донбасса, грубо сказать. А были именно украинцы, это были одесситы, которые могли это все распалить и в счет также и российской стороны, и в счет также и украинской стороны. Это все могло быть. Так и есть. Вот. А вы говорите, вот тот начальник вот плохой, тот начальник, да, они гандоны, честно сказать, гандоны. Я говорю, не плохой или хороший. Я задаю вопрос, понимаете? Вопрос. Вот меня спрашивают, почему не расследовали, а я вот говорю, почему не... Спросите у Бадилана, почему ехала пожарка 40-45 минут. Логично спросить у начальника охраны пожарной, почему? Логично. Приезжает пожарка, а воды нема. Да не, ну... Такое бывает. Чтоб вы... Ай... Две машины приезжают, одна становится на водоисточник для того, чтобы подать бесперебойную подачу воды. Она не без воды, она ищет бесперебойную подачу воды, потому что первая машина идет сразу же на спасение людей. Это по тактике пожарной, если вам интересно. Опять вот эти вот мифы, блин. Ну, может быть, какие-то дебилы ездят без воды, я не знаю. Я 8 лет проработал, блин, ни разу. Начальника караула посадили бы, просто если бы не было воды в машине. Просто посадили и все.